Здравствуй. Сегодня будет немного необычный выпуск, да и обстановка тут довольно необычная. Дело в том, что я хочу поговорить о мотивации и о том, почему она иногда не работает. Возможно, ты согласишься, что в начале года мы все любим ставить какие-то глобальные цели по изменению жизни, что с 1 января вот новая жизнь, новое я все изменю в жизни, добьюсь вот этого и вот этого к концу года. Но что же происходит на самом деле? Начало года, мы очень замотивированы, но потом где-то через месяц-другой все это пропадает. У нас пропадает желание, и вроде бы как надо достигнуть каких-то целей, но не особо уже хочется, и столько других дел приходит к нам, поэтому мы просто теряемся в каких-то бытовых вещах или других вещах, которые необходимо сделать. Но что же нам может в этом помочь? И я хочу поделиться теми техниками, которые мне персонально помогли. И вообще в этом блоге я делюсь тем, что я сама попробовала или мои клиенты попробовали, и я реально видела какие-то результаты. Это не то, что я прочла это в книжке и так, теперь я вам покажу, как надо действовать и улучшать жизнь. Нет, это то, что реально я проверила, и это работает. И есть такая книга, как «Мини-привычки, макси-результаты». Там как раз-то говорится о том, что маленькие привычки, каждодневные привычки, они намного лучше того самого первого запала мотивации, который у нас есть. Конечно, мы можем прослушать какие-то мотивационные речи, песни, но опять же, это та искра, которая нам поможет действовать в первый раз. Ну а потом, а что делать, когда у нас какой-то плохой день, или у нас плохое настроение, или еще что-то? Вот что же тогда делать? И именно тогда помогают те самые мини-привычки. Возможно, вы ставили какие-то цели о том, как ставить привычки на каждый день, и у вас было такое желание, что так, теперь я каждый день буду заниматься английским по полчаса. Каждый день. И хорошо, первую неделю тебе удавалось это делать. По полчаса занималась, и все было хорошо. Но опять возникли какие-то трудности, и потом ты не продолжила эту привычку. И так происходит в жизни, и особенно если мы максималисты, мы хотим все сделать идеально, бывает такое, что если мы ставим привычки, и что-то не получается в один день, то мы это сразу бросаем. Но в этой книге как раз-то говорится, что надо ставить мини-привычки. Что же означает мини-привычка? Допустим, если ты хочешь изучить английский язык, но возможно, в какие-то дни ты очень устала, или у тебя слишком много дел, или еще что-то. Какое-то непредвиденное происшествие случается в жизни. Если ты поставишь цель заниматься английским 2 минуты в день, просто 2 минуты в день, это не полчаса, просто 2 минуты. Что же происходит? Если ты позанимаешься английским эти 2 минуты, то в конце дня у тебя будет: я выполнила свою привычку, я выполнила свою цель на день. И я молодец, и значит, я продолжу заниматься этим в дальнейшем. И что же еще происходит? Если ты начала заниматься вот эти 2 минуты, то что же останавливает тебя от того, чтобы не продолжить и позаниматься 3 минуты, 4 минуты, а потом, может быть, и полчаса? В том-то и дело, это такой легкий трюк, чтобы обмануть свой мозг, когда нам очень сложно начать что-то делать. Но если мы говорим себе, это всего лишь 2 минуты, мозг такой: камон, я могу делать это 2 минуты. И нам намного легче начать это делать. И автор называет это принципом одного отжимания. То, как он сам начинал это делать, он сказал себе, что я буду делать одно отжимание в день. Всего лишь одно отжимание. И интересно, что в один момент, когда он уже в один день забыл об этом, замотался, у него было много дел, и он уже лежа в постели, он думает: нет, мне все-таки нужно сделать одно отжимание. И он просто перевернулся, он сделал одно отжимание, и он был настолько горд собой, что он сделал это маленькое отжимание. Если тебе кажется, что это слишком мало, 2 минуты в день, то подумай о том, как летают самолеты, и то, как они выбирают курс. Допустим, если самолет вылетел из одной точки в другую, и он идет точно по траектории, все в порядке, но если он изменит свой маршрут на 1 градус, всего лишь на 1 градус, чуть-чуть, то что произойдет через 3-4 сотни километров? Насколько он отклонится и вообще в какую страну он улетит? Так же и с нашими привычками. Если мы чуть-чуть, по чуть-чуть
каждый день что-то делаем, то мы придем к результату. И если ты сейчас посмотришь свои цели на год и посмотришь, какие привычки можно было как-то привнести в жизнь, чтобы достигнуть этих результатов. Это или ты хочешь заниматься спортом по 30 минут в день. Почему бы не поставить цель заниматься, также сделать одно отжимание или одно приседание и начать с малого? Или вообще просто делать цель надеть спортивную форму. Просто надеть спортивную форму и все. И то есть в один день, возможно, ты просто наденешь спортивную форму и подумаешь, ну ладно, все, на сегодня хватит. И ты уже будешь себе благодарен, что ты сегодня что-то сделал. И на следующий день тебе легче будет это продолжить. И таким образом не теряется вот та самая цепочка привычек, каждый день она сохраняется. И уже это психологически помогает тебе. Конечно, есть другие важные аспекты, это понимать то, насколько эта цель важна для тебя, почему ты хочешь достигнуть именно этой цели, и также команда поддержки, если вокруг тебя люди, которые это мотивируют тебя, поддерживают, помогают тебе в этих привычках и так далее. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас главное те самые микропривычки и как они уже сейчас могут изменить твою жизнь. Попробуй.